Здравствуйте, гости моего канала! Я покажу вам сегодня, как я буду вязать подошву, состоящую из 17 воздушных петель. Для этого я набираю 17 воздушных петель. Первую петлю я очень крепко затягиваю. 1, 2, 3, 16, 17 воздушных петель. Во вторую петлю полустолбиками начинаю вязать 15 полустолбиков. 1, 2, 4. До последней петли у нас должно в первой части получиться 15 полустолбиков. Мы провязали 15 полустолбиков, и в 16 петлю, которую мы очень плотно затягивали, я провязываю 7 полустолбиков для закругления. 1. Хвостик я ввязываю вовнутрь. 2, 6, 7. На второй стороне провязываем также 15 полустолбиков. В 16 петлю провязываем 6 полустолбиков. 1, 2, 6. Соединительная петля. Петля подъема, и у нас начинается второй ряд. Для второго ряда нам надо уже определить пяточную сторону и переднюю. Пяточная сторона у нас немножко уже, чем перед, поэтому я буду вязать 6 столбиков без накида. 1, 2, 6, 3 полустолбика. 1, 2, 3, 5 столбиков с накидом. 1, 5. Одну сторону мы провязали. И теперь подошли к передней части закругления. Из каждой петли мы будем вывязывать по 2 столбика с накидом. 6 раз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 6 раз. Посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5. Еще один раз. И это будет 6-я петля, из которой мы вывязывали из каждой петли по столбику с одним накидом. В зеркальном отображении, так как у нас должна сохраняться симметрия, провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 5. Также в зеркальном отображении для симметрии делаем 3 петли полустолбика. 1, 2, 3. С этой стороны у нас получается будет не 6 столбиков без накида, а 7 столбиков без накида. 1, 2, 6, 7. Для закругления пятки из каждой петли вывязываем по 2 петли без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующая петля подъема. Завершаем наш ряд петлей подъема, воздушная петля, и приступаем к следующему, третьему ряду. Первые 10 петель у нас будут полустолбики. Мы провязали 10 полустолбиков на этой стороне, и следующие 5 петель до закругления мы будем вязать столбик с одним накидом. 1,
2, 5. Радиус увеличивается, поэтому мы будем из первой петли вывязывать 2 столбика с одним накидом, чередовать из одной петли 2 петли, 1 петля, из одной петли 2 петли, 1 петля, из одной петли 2 петли, 1 петля, столбик с одним накидом, из одной петли 2 столбика с одним накидом, 1 столбик с накидом. Мы довязали до середины и центральную петлю будем провязывать 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Для симметрии в зеркальном отображении будем также вязать 1 петля с одним накидом, из одной петли 2 петли с одним накидом. 1 петля с одним накидом, 2 петли с одним накидом. Также 5 петель с одним накидом, как и с первой стороны. 1, 5. На этой стороне количество петель у нас увеличилось, но выглядит симметрично. Значит, на этой стороне мы будем вязать 16 полустолбиков. 1, 2. На этой стороне мы провязали 21 петлю, 5 петель, столбик с одним накидом и 16 полустолбиков до закругления. В следующую петлю провязываем в одну петлю 2 полустолбика для закругления. Центральная петля 1 полустолбик. Следующую петлю 2 полустолбика. И до окончания ряда провязываем все петли полустолбиками. Петля подъема. Мы закончили третий ряд, и я буду вязать еще один ряд, 4 ряда. Но если вы видите, что подошва еще узкая, вы можете провязать еще один ряд или 2 ряда. Четвертый ряд мы будем вязать полностью весь ряд, 15 столбиками с одним накидом до закругления. 1. Я связала 15 столбиков с одним накидом до закругления. Теперь я буду закруглять. Соответственно, радиус увеличился, поэтому я буду чередовать из одной петли 2 столбика с одним накидом, 1 столбик с накидом, еще раз 1 столбик с накидом, 2 столбика с одним накидом из одной петли. Столбик с одним накидом, столбик с одним накидом и в центральную часть, так как у нас центральной было 3 петли, 2 петли, в первую петлю вывязываю из одной петли 3 столбика с одним накидом. Здесь у нас опять увеличивается на другой стороне количество петель, но симметрия не изменится. Мы связали до центра центральные 3 петли. Для симметрии я провязываю точно таким же способом, как я провязывала с этой стороны. 2 петли. Первая петля столбик с одним накидом. Вторая петля столбик с одним накидом. Из одной петли 2 петли с одним накидом. 1 петля с одним накидом, 2 петля с одним накидом, из одной петли 2 столбика с одним накидом. Закругление закончилось, и теперь мы будем вот эту часть, вот эту сторону провязывать 22 столбика с одним накидом. Я связала 22 петли на следующей стороне до закругления. Из одной петли я вывязываю 2 столбика с одним накидом. Каждую петлю по столбику с одним накидом, всего 2 петли. И у меня появляется центральная. Из центральной петли я, как и в передней части, вывязываю из одной 3 петли с одним накидом. 3 петли с одним накидом.
Для симметрии 2 петли из каждой петли столбик с одним накидом. Из одной петли 2 петли, столбик с одним накидом. И последние петли я провязываю в каждую петлю столбик с одним накидом. Получилась подошва 10,5 сантиметров. Я разворачиваю вязание к себе и последнюю петлю соединительную вывязываю с изнаночной стороны. Соединительная петля. Делаю ее очень плотно и петля подъема. Разворачиваю вязание лицевой стороной ко мне и буду с поперечных дырочек каждой петли вытягивать по одной петли для того, чтобы сформировать подъем или бортик, как я его называю, для последующего вязания пинетки, для продолжения пинетки. Такой край можно сделать цветом подошвы. Я буду вязать коричневым цветом. Вот таким образом появляется бортик у нас. Преимущество вот этого бортика заключается в том, что можно сделать подъем или оформить как бы платформу. Увеличиваете толщину подошвы, провязываем полностью подошву по кругу и закрываем